этом выпуске мы попробуем разобраться, чем может удивить обычный небольшой город Китая. Разберемся в некоторых слухах о нем, посетим множество локаций, как обычных, так и не очень. Увидим этот город и днем, и ночью, а также затронем цены, менталитет и мое личное мнение. Кипятите чаек и присаживайтесь поудобнее, это будет интересно. Итак, давайте я вам небольшую предысторию расскажу, чтобы вы понимали, что такое вообще город Лишуэй. Небольшой городок с населением в окрестностях 2 миллиона человек, то есть в самом городе живет гораздо меньше. И лучше сделаем вот так. Так вот, если верить Википедии, а в отношении Китая это не самый надежный источник, население в округе Лишуэй больше 2 миллионов человек. По населению в самом городе я информацию не нашел, но будем считать, что меньше миллиона. А значит, это небольшой, такой средний город по китайским меркам. Кстати, касательно людей. Обычно очень много людей не протиснуться, из-за этого вообще не хочется из дома выходить. Но мы гуляем довольно свободно, и мы посмотрим, как везде, но конкретно на улицах людей не очень-то много. Также, на первый взгляд, город не очень-то богат на необычные туристические места. Тут все как обычно. Гора, мост, пагода, храм, площадь. Но если немножко копнуть... Не-не-не-не-не. Копнем мы с вами чуть-чуть позже, а пока посетим одно из таких обычных мест. Это Нанмин парк. Самое интересное здесь – это смотровая площадка. Эта смотровая находится на левой стороне главной реки Да-Си. А если точнее, то место это называется Нанмин. На самом деле это целый парк, и он не такой уж и большой, но он довольно интересный. Мне тут очень понравилось. Здесь есть прикольные рощицы, есть сад каких-то фруктов, есть, в общем, много чего. Посмотрите, как мы сюда поднимались. Это было очень тяжело с ребенком, но мы это сделали, и это того стоило. Я действительно доволен этим видом. А стоило это с одной стороны бесплатно, с другой 1000 другую килокалорий мы точно потратили. Восхождение на гору, как всегда в Китае, по ступенькам, и их очень-очень много. Но по пути можно делать остановки, рассматривая вечно голодных рыбок, ручеек на скале, постоянные беседки в китайском стиле, а еще храм и сад слив, который я не заснял, потому что... Сейчас. Но нету людей. Мы сюда ехали, в этот город, думали, что тут везде аншлаг будет, но мы здесь реально не видим людей практически. Ну, на набережной их много, а вот здесь, например, нету. Мы здесь одни. Несмотря на то, что мы уже давно в Китае, и мы привыкли ко всем смотровым. Тут смотровые в каждой деревне, реально в каждой деревне. Но из-за того, что город компактный, посмотрите, Лишуэй, и в принципе просто с одной площадки его можно рассмотреть полностью, потому что он в целом такой шарообразной формы как бы. А мы живем, кстати, возле вон того моста, это главная достопримечательность набережной. Она очень длинная в этом городе, около 10 километров. И давайте переместимся вот прямо туда сразу. Ну тут я вам расскажу одну небольшую тайну. Я не знаю, насколько это правда, но многие говорят, что мэр этого города – это племянник самого, нет, не Путина, Пина. Вот. И поэтому этот город является одним из самых чистых в нашей провинции и вообще в Китае. Но мы это будем проверять. Я нашел бумажку. Бумажка. Но на самом деле это все, что я смог найти. Я даже не мог собрать больше 2 кадров с брошенным мусором в этом городе. Так что миф
в принципе подтвердился. Город чистый, а мы с вами вернемся на набережную. Ну что меня может удивить на этой набережной? Ну все набережные в Китае вылизаны, я уже на многих был, и казалось бы, что тут такого? Смотрел на эти фотки, и ничего особенного, но я удивлен. Мне реально нравится эта набережная. Судите сами, здесь набережная с мягким покрытием, это для бегунов. И кто бы не хотел здесь пробежаться, даже если вы не любите бегать, то просто, посмотрите вокруг, посмотрите, это круто. Это еще не все. Есть вторая набережная, точнее первый ярус. Вон он там, видите? Огромная площадка, это уже для пешеходов, там с детьми бегают, играют, там фрисби какие-то кидают и так далее. Но это еще не все, это еще не вся набережная. Еще парк. Параллельно идет сквер с десятками дорожек, с десятками всем. Выбирай, что хочешь. Но это даже еще не все. Посмотрите сюда. Через речку идет еще одна набережная. Там не то чтобы набережная, там просто деревянная дорожка, которая идет вокруг города вдоль реки. И казалось бы, тут можно уже закончить точно, здесь уже хватит для такого маленького города. Но нет, на тех горах еще есть куча парков. Например, парк Нанмин. Главной достопримечательностью набережной является мост. Не могу сказать, что он чем-то выделяется среди тысяч подобных в других городах Китая. А вот что удивило, так это не мост, не длина и площадь набережной, не мягкое покрытие для бега, не парки вдоль нее, где можно укрыться от солнца днем и поизучать, куда ведут десятки дорожек, а ведут они обязательно к каким-то точкам притяжения. Удивило вот это. Распыляют водичку для того, чтобы люди не получали тепловые удары там и все прочее такое, связанное с жарой. Шланги продеты вокруг некоторых деревьев, замаскированы под лианы и распыляют влагу вдоль беговых дорожек. С одной стороны, это нужно для растений, а с другой стороны для людей, которые, несмотря на 40-градусную жару, продолжают заниматься спортом. И вот однозначно была бы у меня такая набережная в Таганроге, я бы на ней бегал каждый день. Нет, не бегал бы. Но когда солнце заходит и в городе зажигается свет, все приобретает новые виды. Да, кто был в Китае, того все это сияние не удивит, потому что китайцы в любых уголках этой страны любят огоньки с подсветкой, возможно, побольше риса. Ладно, не побольше. Еда для них самое святое, но огоньки это тоже очень важно. Еще на набережной стоит высокий храм, и под ним сидят нет не бездомные, это буддисты устроили чаепитие. Группа людей рассказывала правила заваривания и культуру питья, а остальные слушали и повторяли. Кстати, из реально важных вещей здесь вот такие домики для мам и детей. Внутри одна комната со всем необходимым. Диван, пеленальный столик, ширма, бутылочки, аптечки, горячая вода и так далее. Вход туда, естественно, бесплатный. А кстати, насчет туалетов вообще нет смысла говорить, их в Китае очень много везде, они бесплатные, обычно чистые и современные. И нет, туалет и пеленальный домик это не одно и то же здание, и они даже не стоят рядом. Ну идем дальше. Вечером, прогуливаясь по улицам и чифанькам, это грубо говоря кафешки по-китайски, я обратил внимание на отсутствие мусора, что меня очень удивило. Ведь если утром любой город будет чистым, потому что уборщиков в любом городе Китая овер много, то вечером после ужина обычно очень и очень грязно. Тут я этого не увидел, ну или нам везло и мы ходили не по тем улочкам, хотя, кстати, шли мы одним вечером довольно долго, около 5 километров до следующей важной точки притяжения людей. Ну и давайте, не отходя от кассы, посетим площадь главную и поющие фонтаны. Фонтаны хорошие, я думаю, на них стоит приходить, тем более, что они бесплатные. Мне лично очень нравится. Я, конечно, не был в Дубае, но здесь тоже неплохо.
Ну и как говорится, площадь всегда должна быть у большого здания. Вот это здание самое большое здесь, и вот за него площадь. Я не знаю, насколько эта площадь главная в этом городе, но впечатление она оставила реально крутое. Мне понравились эти фонтаны, хотя у меня небольшой опыт фонтанов. На самом деле всего-то фонтаны в Геленджике, фонтаны в паре городов Китая и все. Но в Лишуэй мне пока что больше всего понравилось. Но вот когда ничего не ожидаешь от места, то и такой, ну ладно, дрон не возьму, ну ладно, GoPro не возьму. И в итоге такой, блин, почему я их не взял? Вроде у меня опыта уже хватает в поездках, то все равно делаю детские ошибки. Фонтаны, может, я и не снял с воздуха, но другие места зато в наличии. Кстати, город ничем не уступает своей вечерней активностью. Людей очень много, в отличие от дневного времени. Народ гуляет не только в ТРЦ, который безусловно тут есть, как и везде, но и занимается творчеством на улицах. И тут нельзя не выделить тех самых знаменитых танцующих бабушек, которые просто заполняют собой все площади. Кстати, дедушки в это время обычно играют в маджонг, но бывают и исключения. А что касается ночной жизни, тут я не выяснил. Какие клубы, бары и прочее, я вообще без понятия. Слишком насыщенная программа была на эти пару дней. Сейчас немного прервемся на обзор квартиры. В этот раз сняли квартиру вместо всяких гостиниц и посмотрите, что вышло. 3 стула, используемых как шкаф, диван, разный декор, конечно, кондиционер, тумбочка, 2. Телевизор со всем платным контентом, king size кровать, паркет, большой холодильник, огромный шкаф и тумбочки. Большая кухня со всем необходимым, даже с женой. Но жена не прилагалась. Мультиварка, чайник, плита, душ, туалет, стиральная машина, огромная раковина, где тоже можно стирать вещи. И куча света везде. Эта квартира стоила сколько? 286 юаней. 286 юаней. Здесь есть ряд плюсов. Во-первых, ты сам по себе. Во-вторых, это выходит дешевле, чем гостиница. В принципе, интерьер может быть даже лучше, чем в гостинице за эти же деньги. Раз уж мы находимся в Китае, здесь есть ряд проблем, что иностранцы могут селиться не во все гостиницы. А с квартирами немножко проще, потому что вы сразу напрямую общаетесь с хозяином, и он сразу говорит, можете вы там селиться или не можете, есть какие-то проблемы или их нету. Более того, мы с хозяином даже не виделись. Нам просто скинули пароль от замка, здесь электронный замок на двери. Мы приезжаем сюда на 2-3 дня, нам делают пароль, мы заходим, потом мы уезжаем из квартиры и пароль меняется. Вот такая система. Из плюсов гостиницы, наверное, это завтраки, которые включены обычно всегда. Возможно, в гостинице какие-то ништяки вроде бассейна и уборки, конечно, помещения. Здесь уборки помещения нету. Ну, короче говоря, мы поехали дальше, и вот такое вот у нас жилье в этот раз. Решили заказать сэндвичи в этом чудесном городе. И мы выбрали сэндвичи, предположительно с ветчиной и сыром. Вот что нам привезли. Хлебушек сладкий, салатик, помидорчик, яичко, арахисовая паста, это самое интересное, и бананы. А еще круто, это молочный чай с черным рисом внутри. Пообедали, зашибись. Завтрак, такси, и мы уже мчим на новую точку. Пришло время копнуть. В первую очередь Лишуэй представляет интерес для экотуристов. Что бы это ни значило, мы решили стать таковыми в этот день. Самое известное, что есть в этом городе, это великие рисовые террасы, на которые мы не попали из-за недостатка времени. Туда едут со всего Китая, но, видимо, в другой раз для нас, потому что мы двигались в другой парк. Такси стоило 22 юаня, а вход, как обычно, бесплатный, но его еще нужно найти. Короче говоря, в этом городе очень много парков вокруг города, и в городе много природных именно парков, и их около 40 штук. Мы пойдем сейчас в самый главный, это Баюнь, и мы сейчас где-то на входе.
тут какие-то домики старые, и, видимо, это вход, потому что как такового входа, где написано вход, тут мы не нашли пока. Короче, нам вроде наверх, к сожалению, потому что мы с коляской. Ну, вроде ребята сказали, что надо наверх. A few moments later. Так, ребята мне соврали, это не вход, там тупик, и мы не знаем, где вход в этот чертов парк. Самое интересное, что мы сейчас лазим по пешеходной тропе с колясками, с ребенками, с рюкзаками, с камерами, но вот параллельно идет дорога. Я не знаю, вам видно или нет, но она идет там. Как бы ты, получается, идешь не по дикой тропе, а просто параллельно дороге, потому что у тебя нет машины. Вроде природный парк, и мы не должны дышать тем, что выделяют машины, но мы идем параллельно с машинами. Я лично после первого же километра сразу потерял мотивацию идти по тропе и ступенькам, когда рядом асфальт и... И тем не менее, мы сходим с тропы, чтобы выйти на дорогу, перейти через нее и достичь водопада. Знаете что, я уже давно в Китае, я, конечно, ко всему привык, но все-таки каждый раз у меня возникает один и тот же вопрос, почему никто не купается в водоемах, даже если они не глубокие. Я знаю, что китайцы боятся глубины, они не особо плавают и так далее, но тут по колено, и вода прозрачная, и я так хочу искупаться. Но почему-то у меня ощущение, что меня накажут, потому что больше никто не купается. Кстати, площадь этого парка немногим меньше площади самого города. Вот такой он огромный, Баюнь. Извините, можно я тут присяду? Не, ребят, поймите меня правильно. Китайцы строят лучшие в мире парки, я думаю. Городские парки одни из самых лучших в мире, по моему мнению. Но с природными парками есть некоторые вопросы. Потому что я человек, выращенный походами на Кавказ и в Крым. И там полная дикость, свобода и так далее. А здесь все-таки цивилизации слишком много, по моему мнению. И слишком все ухожено для природного парка. То есть нет ощущения, что ты в дикой природе. Есть ощущение, что ты в просто большом парке. Да, это все для безопасности и бла-бла-бла. Но я говорю свое личное мнение в моих видео, а вы пишите свои, кстати, в комментариях. В них очень нуждается этот канал, и я люблю их читать. Но локации тут на самом деле красивые. Но если ты на машине, то все просто супер. Ты просто едешь, останавливаешься у некоторых таких остановочек и находишь вот такие озерца, водопадики, и все благоустроено, все довольно мило. В общем, хороший парк для машин. Прикольно, что все парки, абсолютно все парки и такие места для туристов сделаны специально, чтобы делать на них фотографии для всяких социальных сетей. Посмотрите, этот мостик сделан специально, чтобы удобно было фоткаться с водопадиком, и фотки получились офигенные. То есть ты вот здесь стоишь, вот там вот как-то обходишь по камням и на бортик для того, чтобы все круто смотрелось. Вот такие два места мы увидели в этом парке, и дальше уже нет времени подниматься. Еще тут шумно, поэтому я давайте пойду, пожалуйста. Я говорю, времени уже не остается. Мы как бы втроем с коляской, и оказывается, этот парк не очень удобный для таких штук. Нет, не все, потому что мои любимые пошли вниз, а я решил все-таки сбегать вверх, посмотреть, вдруг все-таки я что-то важное упускаю. Но до самого верха я так и не добежал, лишь взглянул на подвесной мостик. А вот тут я говорил что-то очень умное, но микрофон меня предал, так что читайте по губам. Ладно, шучу. Я тут сказал, что парк прикольный, чистый, огромный и на весь день даже при наличии машины. Ага, тут еще и фокус меня предал.
Короче, я горе-блогер. Так что с парком, я думаю, все. Давайте посмотрим самое интересное, по крайней мере, как я думал на тот момент. Это деревня художников. Но сначала стоит сказать, что добирались мы туда на обычном автобусе. И тут на всех остановках электронные табло с GPS-локацией автобуса, списком остановок и прочим. Но это обычное явление для китайских городов, так что я не удивлен. Деревня расположена в 30 километрах от города. И тут я заметил огромную пропасть в поведении горожан и деревенских жителей. Разница это в громкости. И я задумался, ведь лишуэйцы вообще показались мне намного воспитаннее и цивилизованнее, чем в моем родном Юнкане. Но да ладно. Пока я об этом думал, в автобусе началась небольшая тряска, и это меня удивило. Возможно, это первый город на моей памяти, дороги в котором лучше, чем дороги за его границами. Кстати, проезд стоил всего 1,5 юаня, и это очень меня удивило, но вход стоил 50 юаней, и мне сразу захотелось узнать, за что я заплатил свои деньги, поэтому Сейчас будем выяснять, что тут интересного есть и вообще за что мы заплатили 50 юаней. Но во время полета вдруг внезапно, спустя 15 минут, ко мне подошли охранники, да и сразу вчетвером. В общем, дяди-охранники сказали, что здесь на дроне снимать нельзя. После того, как я уже снял все. Так что я, в принципе, не против. Ну а еще потом они долго-долго ходили вокруг нас, что-то переводили. Они знали, что мы русские, мы сказали, что мы русские. Они переводили из китайского на русский, чтобы сказать нам, чтобы мы осторожнее тут по бережку ходили, потому что тут камни и небезопасно. Вот такие вот добрые полицейские в Китае. Кстати, с дрона они не попросили удалить записи, так что... Вода в этой речке кристально чистая, но вы помните, что мы в Китае, а здесь никто нигде не купается. И поэтому я тоже не стал, тем более, что охранники предупредили, что вы будьте аккуратнее, тут камешки, не споткнитесь. Я сейчас иду по центральной улице этой деревушки, и на самом деле эта деревушка была построена в 500 году, 505, по-моему, нашей эры. То есть это довольно старое место, но только в наше время из этого сделали туристический такой уголок. Я думал, что вся деревушка будет в старом стиле и все такое исконно как бы нетронутое. На самом деле это просто две улочки и набережная в старом стиле, остальное все там уже застроено какими-то домами. Атмосферы особой тут сильно так не ощущается, но очень много кафешек, очень прикольных лавочек, и вот это как раз мне нравится. Все так заставлено каким-то антиквариатом, и это все довольно прикольно. На самом деле, когда мы были на островах Джитсентен, там вот этот остров монахов, там дресс-код соблюдался гораздо лучше. Там не было кондиционеров, где попало, там было все более аккуратно и более в одном стиле. Здесь это все вроде бы и старенько, вроде бы деревянные домики есть. И очень прикольно, вроде бы культура так соблюдается. Но с другой стороны, как-то кондиционеры везде висят. И как-то, в принципе, на тяп-ляп, где сделано, видно, что это не новое. Hello, и все здороваются. В целом, все довольно мило, кроме... Ну вот эти запахи тофу, это просто вам так везет, что через экран не передаются запахи. Я уже 3 года в Китае, до сих пор привыкнуть к этому не могу. Тофу отлично пахнет. Вся эта милота длится около километра, а дальше начинается... А дальше я заговорился на камеру, и мы разминулись с моей семьей, а меня окружили. О, хорошо, Джунвай. Can you speak Okay. English? Yes, yes. Hello, sir.
Поехали? Yes. 好的呀，你会说？ Поехали. 他就会说一句白亚克力。等一下，我们还是用百度好呗。 Ребятки впарили мне напиток за 10 юаней. Это спрайт с лимоном. Вот. И сфоткались со мной все, сказали «поехали». Это единственное слово, которое они знали по-русски. Они довольны. Я, в принципе, не против со всеми фоткаться. Так вот, а дальше стройка, продолжение деревни художников. Тут без комментариев, потому что представьте, что вы идете по якобы старинному месту и вдруг... И вы такие, ну ладно, может даже что-то историческое еще есть. А потом... Ну и в целом это, кстати, тоже хорошо характеризует Китай. Кого волнует наследие, если можно построить новое? Идем дальше. Паром на другую сторону входит в стоимость входного билета. Через 5 минут вы уже на другом берегу. На другом берегу тоже парк и тоже старинные домики. И, честно говоря, ничего необычного я пока не нашел на этой стороне. Вообще я прекрасно знаю, что деревня художников, известная, находится под Шэньчжэнью. А здесь это такая местная известная деревня художников, тоже искусственно сделанная. А на местном уровне это круто, на общекитайском это, ну, так, просто прогуляться за 50 юаней. А вот одно из главных мест здесь, в деревне художников, это озеро Идамба. Она рисуется на всех рисунках, и это, видимо, главная достопримечательность данного места, помимо самой деревни. Но, увы, август и сентябрь были очень сухими, и дамба практически пересохла. Остался только небольшой порожек. Но в защиту этого места можно сказать, что фотки тут самые лучшие именно в пасмурную погоду, потому что туманы и сырость придают этому месту особую романтику. Деревня художников — это последнее место, куда мы приехали. Завтра мы уже едем домой. Но вокруг города Лишуэ еще очень много деревень старых, еще много культурных мест. Мы, естественно, по времени туда никак не успеваем, да и по возможностям. А деревня художников, что по ней скажешь? Как бы все здесь платно по еде. То есть 50 юаней — это просто прогулочка и паром включено. Ну, по-моему, это дороговато за такое место. Ну вот, через полчаса у нас электричка обратно, и наша поездка в Лишуэй на этом закончена. Пора подвести, наверное, какие-то итоги. Что касается Лишуэй, вообще все города делятся на 3. Города, в которые я бы никогда не приехал, города, в которые стоит приехать по-любому, потому что это классный туристический город, и город, в котором просто хотелось бы пожить. Вот в таком городе, как Лишуэй, я бы пожил, потому что он мне напомнил мой Юнкан, где я сейчас живу, но как-то более цивильный, компактный и уютный, и даже более зеленый, хотя я уже думал, куда более зеленее, чем другие города Китая маленькие, но этот прям очень зеленый. Мне очень запомнились фонтаны, мне очень запомнилась набережная и смотровая. То есть все обычные, самые обыкновенные места, и этот город смог меня немножко удивить этими обычными местами. Тем более все бесплатно, все места, где мы были, они бесплатные, кроме деревни художников. И она мне понравилась меньше всего, и я вообще не понял, за что я заплатил 50 юаней. Благодаря вашим комментариям меняется мой подход к съемке, поэтому оставляйте обязательно свои пожелания в комментариях. Скоро следующая поездка, и ждите ее буквально через, наверное, 1 или через 2 видео. Я с вами не прощаюсь, до следующих видео. Я надеюсь, поездок теперь будет побольше.